утром я выхожу на свой балкончик и такая: вау, восхищаюсь всей этой красотой, этой пышнотой. И это еще не все. Первые 2 года были совершенно неудачными. Я потеряла все растения, которые у меня были. И поняла, что я совершенно ничего не понимаю в орхидеях. Растения продолжали у меня погибать. И потом, вот чуть больше года назад, мне попалось на глаза видео с канала «Классика орхидейного жанра», которое называлось «Как орхидеи говорят с нами». Мне стало так интересно, я поняла, что я могу научиться. И я открыла канал, посмотрела, получила первые знания, пересмотрела все видео на эту тему, о чем говорят нам орхидеи и как они с нами разговаривают. И мне захотелось, чтобы у меня было точно так же. Появилась цель, появилось желание учиться. Я стала слушать внимательно, применять. И все равно мне понадобилось еще целый год, чтобы научиться, чтобы добиться того, чего я так хотела. Привет, друзья! Вы на канале «Классика орхидейного жанра». Сегодня у нас очередное видео с достижениями и результатами зрителей. Сегодня свои достижения нам представит Марина Матвеева из города Краснодар, Россия. У нее получилось! Марина достигла пышного цветения своих орхидей. Давайте послушаем ее рассказ и узнаем, какие методы канала «Классика орхидейного жанра» она использовала. От Владивостока и до Канарских островов цветут орхидеи благодаря методам канала «Классика орхидейного жанра». И если вы хотите ознакомиться со всеми этими историями, они хранятся в плейлисте, который так и называется «Истории зрителей». Ссылку на плейлист я, как всегда, оставлю в первом закрепленном комментарии под этим видео и в описании к нему. Я уверена, это видео добавит красок в вашу жизнь и создаст великолепное настроение. Меня зовут Марина Матвеева, и я из Краснодара. На канале «Классика орхидейного жанра» я уже больше года. А орхидеями начала заниматься, наверное, 4 года назад. Первые 2 года были совершенно неудачными. Я потеряла все растения, которые у меня были. И поняла, что я совершенно ничего не понимаю в орхидеях. И мне надо было где-то научиться этому. Первые каналы орхолюбителей я смотрела, пыталась что-то делать. Результата не было положительного. Растения продолжали у меня погибать. И потом, вот чуть больше года назад, мне попалось на глаза видео с канала «Классика орхидейного жанра», которая называлась «Как орхидеи говорят с нами». И там внизу было подписано, что они нам хотят сказать, о чем нам говорят листья, о чем нам говорят корни, о чем нам говорят цветы. В общем, мне стало так интересно, я поняла, что я могу научиться. И я открыла канал, посмотрела, получила первые знания, пересмотрела все видео на эту тему, о чем говорят нам орхидеи и как они с нами разговаривают. Когда я смотрела эти видео Наташи, у нее там такие пышные цветения, такая красотища, все такое большое, красивое. И мне захотелось, чтобы у меня было точно так же. Появилась цель, появилось желание учиться. Я стала слушать внимательно, применять. И все равно мне понадобилось еще целый год, чтобы научиться, чтобы добиться того, чего я так хотела. Всем привет! Вот так вот утром я выхожу на свой балкончик и такая: вау, восхищаюсь всей этой красотой, этой пышнотой. И это еще не все распустилось. Вот еще много бутонов. Вот они, видно, да? Вот еще бутоны. Но только вот цветочек распустился один. Мне очень было интересно посмотреть, кто же это в лицо. Кто ты? Открой личико. Вот, оказалось, это была неизвестная
Притория, здравствуйте. Фабрика еще, вот она, наполовину только распустилась. Дракон распустился в полной красоте весь. Это Сурфсонг. Сурфсонг, это его уже вторая шапка. Это мартовское растение, 8-мартовское. Вот с 8 марта стоит и вторую шапку распустил. Все магазинные цветы свои сбросил. Ой, какая красотища. Вот это неизвестное растение. Неизвестное, но очень крупное. Не знаю, как ее зовут, но красота неописуемая. И вот так вот я выхожу, смотрю на них. Тут такой аромат стоит от горизонта. Горизонт, вот он, красавчик. Это тоже 8-мартовское растение. Вот оно до сих пор цветет и выпустило вот эти кончики. Это уже дома распустились. Вот еще бутончики есть. Где он у меня здесь? Вот он стоит. Вот он выпустил новый листик. Вот еще один дракон. Подсветка у меня длинная, 1,20 м на 36 ватт, 6500 кельвинов. Вот еще распускают бутоны. Понимаете, все это, если еще ждать, вот еще бутоны, то это не дождаться. Это моя кокосовая серия. В общем, вот эту красоту больше всего ждала, конечно, показать вот это растение. Но он еще долго будет распускаться, он еще только набирает бутоны. Я купила ее в размере 1,7 в феврале. Маленькая совсем, но так выросла хорошо, корень выпустила. Вот хочу рассказать об уходе, который мне позволил, чтобы такое пышное цветение было. А сперва, сейчас подождите, ой, хочу показать вот это чудо. Вот это же просто нечто. Это все по сюжетам из Наташиного канала. Наташа, смотри, про пень, пень, который дает деток, да? Вот это все, это 3 детки. Одна, маленький листик, вторая, и вот третья. С одного пня 3 детки сразу в кокосе растут. Вот это одно из того, что позволило им выпустить много деток. Я ее посадила, вот этот кокос, это со Шри-Ланки, привезла специально для опытов. Посадила сюда маленькое растение и растение реанимашку, и растение в более-менее лучшем состоянии, которое выпустило мне вот 2 цветоноса. 2. Сейчас буду рассказывать. Посадила я их в кокос потому, чтобы дать тесноту корням. Чтобы корням было тесно, чтобы они зацепились за стенки. И вот благодаря этому они такое пышное, вот столько деток, 3 детки сразу. Вот эта реанимашечка, тоже я купила ее в 1,7 размере, совсем маленькую. Но вот сколько уже корней. Корней очень много. Ей очень нравится вот это тесное состояние, вот эта круглая форма. С удовольствием растет. Вот расскажу о горизонте и Сурфсонг. Они еще доращивают свои бутоны. Это я уже сказала, что это горизонт, это 8-мартовское растение. И оно у меня цветет до сих пор. Наташа рассказывала, когда вы купили растение. Вспомните, видео есть. Вот вы купили, поставьте его, не трогайте. И микрополив. Микрополив. Вот что я с ними и сделала. Я не стала их дергать, трогать. Микрополив им обеспечила. По чуть-чуть поливала каждая и смотрела, что они будут делать дальше. Проявила просто вот великое терпение с моей стороны. С другой стороны, у меня сложилась такая ситуация, что мне 2 месяца было вообще не до них. И они доращивали дальше свои вот эти бутоны, свое цветение
без меня. Может быть, это и хорошо было, что я их не залюбила до смерти. Вот, потому что я еще Рим брала на 8 марта. Рим я залюбила. Пустилась во все тяжкие, стала менять грунт, пересаживать, таскать его туда-сюда, из влаги в сухое, из сухое во влагу. И оно не выдержало, это растение, и умерло. Мне очень жалко, мне Рим тоже очень нравится. Значит, стала поливать растения микрополивом до тех пор, пока... Это было очень долго, месяца 1,5, пока я не увидела, что девочки решили выпустить свои бутончики. Тогда полив увеличила примерно в 2 раза. Стала чуть больше доливать. А когда уже появились вот эти вот листики, серединки, тогда, когда уже рост пошел, я вижу, и корешки стали новые отрастать, и цветы, и листья. Я стала их поливать хорошо, замачиванием. Внутри у них, по-моему, у них нет стаканчика торфяного. Поэтому я их без проблем сейчас и замачиваю, и душую. Вот, кстати, чтобы ускорить распуск бутонов, вот на этой орхидейке, чтобы увидеть красоту притории, вот я что делала. Также по мотивам канала, вот буквально последнее видео у Наташи было. Сейчас я покажу пример механического воздействия на растения, на их листья, для большего их насыщения влагой, чтобы они напитались хорошо и поддержали свое цветение, а может быть даже и продолжили. Вот так, прямо на листьях хорошим напором, под листья, под лист. Я специально горшки кладу, чтобы попало больше на листья. Не чтобы вот так сверху, а вот как бы сбоку. И хорошо, хорошим напором каждое растение промываю. Делаю так минут 10. Чтобы не ошибиться с температурой воды, я воду сперва пробую на локоть. Ну, может быть, кто помнит этот старый метод, когда детишек купают маленьких, то водичку трогают локтем. Если она приятная локтю, не горячо, не холодно, значит вода достаточно для того, чтобы купать. То же самое с растениями. Минут 10 я их вот так вот продушую хорошенечко и потом отнесу обратно на воздух. Для такого душевания очень необходимо, чтобы было много воздуха и хорошее проветривание. Иначе будет застой влаги и загниение грунта. И еще раз повторю, такое я делаю душевание только на здоровых, крепких растениях. Те растения, которые слабые, ослабленные, поврежденные или после только магазинов, я поливаю с ложечки микрополивом. Так что все это работает. Все, что Наташа говорит, она не Сусанин, она наш действительно путеводитель. За ней очень хорошо, удобно идти. Ну, вот такая красота. Вот я вдыхаю вот эти вот ароматы. Вот фабрика. Фабрика, она пахнет. Это сеншин. Распустилась она в этот раз своим естественным цветом. Не так, как она у меня распускалась в прошлом году. В прошлом году она была оранжевая. Сейчас она желтенькая. Фабрика пахнет так же, как горизонт. Только немного гуще запах и слаще. Гуще и слаще. А почти у них запах такой одинаковый. И вот благодаря вот такому, значит, уходу, поливу новых купленных растений микрополивом, они у меня выжили. Выжила и вот эта красотка, распустилась. Еще теснота горшков. Теснота, микрополив. Еще, что способствовало распуску вот этих пышных моих драконов. Один и второй.
Они сидели в покупном горшке, их было 2. Я их разделила после первого отцветания на 2 растения, 2 разных теперь у меня горшка. И посадила их в отдельные, сделала дырочки. И по мере того, сколько у кого корней было, такие сделала им горшочки. Кому поменьше, кому побольше. Я их поместила на балкон еще в конце февраля. Ну, было отопление, потому что и балкон подогревался. Когда отопление у нас отключили, температуры ночные были еще по 10 градусов. На балконе, значит, примерно где-то на 2-3 градуса больше. Я растения не убирала с балкона. Вот температура, я думаю, что вот именно вот эти температуры, перепад хороший с 12-13 градусов ночных до 20 дневных на солнышке, помогли им сформировать так много бутонов. И фабрика заложила очень много. Это все вот она заложила вот тогда, когда зимой, весной, когда холодно было, они стояли здесь. Детка, это желтый дух. Это деточка, которая вот с этого материнского растения, вот с этого цветоносика, это вот я вот ее сняла, обрезала. Эта детка, у нее что там, ну совсем вот 4 листика, и она выпустила вот этот цветонос, и на старом у нее уже был вот еще один цветонос на очень много цветов, вот он был прям такой длинный, и она на нем еще почку разбудила. Умница просто. Это все в холодное время они заложили свои цветоносы. Тут же у меня стоят детки, у меня все на переднем плане, они все растут. Что еще хотела сказать о цвете листьев. Цвет листьев, когда они малиновые или вот такие вот, или краснеют. Листики краснеют. А вот на вот этом растении они желтеют. Да? Кажется, что листья желтые. Кажется, что им не хватает чего-то там, витамин не хватает. Вот. И кажется, вот она, вот сейчас она заболеет, вот она пожелтела. Нет, вот желтая, да? Это не болезнь, не красная, не розовая. Кстати, вот здесь дракон перед цветением покраснела, у него вся шейка покраснела очень сильно, он прям такой стал красный, а желтый пожелтел, да, понимаете, о чем я говорю? Это пигмент, это красящий пигмент цветочный, по нему можно увидеть, какого цвета будет растение. Вот интересный пигмент у Пикассо. Пикассо у меня тоже последний, как говорится, если видно, пигмент. У него пигмент пятнами, да, забавный. Вот он красавчик, у него вот пятнышко, да, вот так пятнышко. Он будет белый с пятнами. Просто шикарно. По листьям можно считывать, какого пигмента, какого цвета будет будущее растение. Но вот это растение, вот этот мой кокосик, у которого 2 цветоноса, на горшке, когда я его покупала, было написано, что это Asian Coral. И он так потемнел, листья были почти черные, потом бордовые с изнаночной стороны. И вот он распустился. Вот он. И это совсем не Asian Coral, а я даже не знаю, кто это. Кто-то розовая. В общем, у меня полно розовых. Меня это, конечно же, радует. Мне очень нравятся розовые растения. Они очень красивые, шелковые такие, крупные и всякие мелкие, разные. Притории я очень рада. А вот тоже розовая. Ну, белых у меня и желтые есть любого оттенка, а белых нет. Белую я ожидаю красавицу, вот эту. Вот это будет
Вот это будет белое, но дождаться, чтобы вместе с ней снять видео с общим цветением, это еще, наверное, месяц-полтора ждать. Вот сейчас температура на балконе достигает 30 градусов. Какой уход при 30 градусах? Конечно, растения очень быстро сохнут. Я их поливаю сейчас каждый день. У меня сначала идет утреннее опрыскивание. Я утром их опрыскиваю, даю им воды, поливаю. Потом они у меня переживают день. День проходит, солнце, когда скрывается за дом. После сильной жары я делаю опрыскивание не в один пульверизатор, а в два. Так больше воды можно налить на растения, больше они поглотят влаги, потому что после жаркого солнца они очень сильно хотят пить. И в жаркую погоду, когда 30 градусов, 28, вода вся поглотится ими, все испарится. И вечером, перед отключением досветки, я повторяю эту процедуру еще раз. Это только если жарко. Если пасмурно было, то в один пульверизатор. Вот. И утром, если я делаю опрыскивание и делаю купание некоторых, то они тоже получают такое же количество воды. Еще я опрыскиваю растения с травами. Вот мне понравилось очень с чистотелом, с подорожником, луковая и чесночная шелуха. Но чаще всего я использую чай каркаде и яблочный уксус. Яблочный уксус очень хорошо им нравится, и каркаде нравится растениям, это я заметила. Алоэ использую редко, раньше использовала часто, но в основном в зимние периоды, когда надо светки, а когда яркий солнечный свет, прямое естественное солнце, то я только водой опрыскиваю, потому что на солнце им и так хватает всего. Солнце дает им все, что им нужно. А при искусственном досвечивании, да, я использую травы или иногда алоэ. Но это только когда идет рост цветоносов и бутонизация. В заключение я хочу сказать всем новичкам, кто только начинает увлекаться этими прекрасными цветами, всем, кому посчастливилось попасть на канал классики орхидейного жанра, я желаю вам быть терпеливыми и рекомендую не впадать в разные крайности, не участвовать в сомнительных экспериментах, которые всевозможные есть на разных каналах у разных орхолюбителей. Они, может быть, просто развлекаются, но пользы это не приносит. Я желаю вам изучить, что вам говорит именно ваша орхидея. Рассмотреть ее, не торопиться делать поспешные манипуляции, не торопиться ее залюбить или поклоняться им, накупить им всяких дорогостоящих удобрений или всего-всего. Надо быть разумными. Я как-то в одном комментарии в сообществе орхолюбителей прочитала такой комментарий, что вот я стою на коленях перед своей орхидеей, пересаживаю ее и практически ей поклоняюсь. Давайте, друзья, мы будем дружить с разумом. Поклоняться надо Богу, любить надо своих близких, а к растениям, к нашим, к орхидеям нужно проявить терпение и создать им правильные условия. Свет, воздух, вода, температуры уже, как говорится, на 4-м месте, потому что орхидея способна приспособиться к любым температурам, не сильно холодным, не сильно жарким, но приблизительно к нашим очень хорошо приспосабливается. Поэтому я желаю вам терпения и разумного подхода. И не торопиться. Всем любви, здоровья, с любовью из Краснодара. Не забудьте поделиться впечатлениями от просмотренного видео и напишите в комментариях, какой фрагмент или момент видео вам понравился больше всего. А я от всего сердца передаю вам огромный морской привет из Владивостока и напоминаю, что 25 минут вы провели на канале «Классика орхидейного жанра».
И если вы до сих пор не научились понимать орхидеи, обязательно возвращайтесь на канал, ведь впереди у нас всегда очень много интересного.